Мелпалеогеновое вымирание не было самым массовым в истории нашей планеты. Но оно является самым известным, поскольку именно тогда вымерли динозавры. Кроме них пострадали самые разные группы живых существ. В том числе досталось и жившим тогда млекопитающим. Приспособиться к новым условиям существования суждено было очень немногим. За время изучения вопроса о массовом вымирании видов выдвигалось множество версий. Сейчас большинство ученых сходятся во мнениях относительно того, как развивались события 66 миллионов лет назад. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». В наших роликах рассказывается не только о разных видах этих ящеров, но и о других доисторических животных. Подписавшись, вы сможете первыми узнавать о выходе очередного выпуска. При помощи комментариев и лайков вы можете помочь в развитии нашего канала и его продвижении по алгоритмам площадки. Палеонтология выделилась в отдельное направление науки примерно 200 лет назад. Ее основоположником считается натуралист и зоолог Жорж Кювье. Этот французский аристократ выдвинул революционную по тем временам гипотезу, объясняющую вымирание животных. До этого ученым было сложно представить, что некоторые виды живых существ способны полностью исчезнуть сами по себе. Кювье считал, что массовые вымирания являются следствием катастроф планетарного масштаба. Конечно, такие катастрофы объяснялись актами божественного вмешательства в ход развития жизни. Последним из таких актов ученый называл Всемирный потоп. Но 19 столетие было веком стремительного развития научной мысли. В то время уже хорошо знали о том, что много миллионов лет назад наша планета была населена гигантскими рептилиями. В 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне даже были выставлены статуи игуанодонов в натуральную величину. В 1859 Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую работу «Происхождение видов». Теория эволюции жизни на Земле начала обретать все больше сторонников. Научный мир в вопросе о причинах вымирания различных видов разделился на два лагеря. Одни ученые утверждали, что исчезновению определенных живых существ способствуют природные катастрофы. Другие считали, что вымирание происходит постепенно, под воздействием конкуренции между самими животными. Менее успешными, а значит вымершими, были те, кто не смог быстро приспособиться к изменениям условий жизни. Именно эта точка зрения преобладала среди большинства исследователей многие годы. Говорить о мгновенном по меркам геологии вымирании динозавров стало не очень принято. К тому же подтвержденных сведений о катастрофе, случившейся 65-66 миллионов лет назад, в распоряжении ученых тогда не было. Сейчас основной версией вымирания динозавров и других видов живых существ на границе меловой и палеогеновой эпох является столкновение планеты с метеоритом огромных размеров. Но до появления реальных доказательств этой теории разные ученые выдвигали множество других гипотез. Всплеск космического излучения. Есть версия, что динозавров убило гамма-излучение, разрушившее озоновый слой планеты. Этот всплеск был вызван взрывом сверхновой или столкновением звезд в небольшом отдалении от Земли. Исчезновение озонового слоя стало причиной резкого изменения климата, которое, в свою очередь, стало причиной вымирания животных, растений и микроорганизмов. Активное извержение вулканов. Похолодание, которое привело к вымиранию динозавров, было вызвано выбросом в атмосферу миллионов тонн вулканического пепла. Но не все ученые уверены, что вулканическая активность в конце мелового периода была спровоцирована падением метеорита. Есть мнение, что это мог быть естественный процесс, но от этого его последствия были не менее трагичными. На несколько лет планета могла остаться практически без солнечного света. Это привело к вымиранию растений и некоторых микроорганизмов. Затем исчезли травоядные животные, мелкие, а за ними и крупные хищники. Противники этого варианта развития событий приводят очень серьезные доводы, опровергающие возможность такого сценария. Они говорят, что любая вулканическая активность оказывает влияние на климат постепенно, а динозавры
в процессе своего развития показали высокий уровень приспосабливаемости. Это значит, что сама по себе вулканическая активность не могла привести к их быстрому исчезновению практически по всей территории Земли. Изменение уровня Мирового океана. Это явление называют Маастрихтской регрессией. Оно заключалось в понижении уровня моря до 180 метров. Подобные изменения сопровождали все предыдущие массовые вымирания. Чаще всего уменьшение количества воды в Мировом океане связано с ростом ледников в приполярных зонах. Но некоторые ученые объясняют регрессию конца мелового периода образованием крупных горных массивов в Евразии и в западной части Америки. Это стало настоящей катастрофой для морских обитателей. Самой густонаселенной частью морей и океанов являются прибрежные шельфы. Именно они вдруг резко оказались частью суши. Вымерли очень многие микроорганизмы, кораллы, рыбы. Также это сказалось на численности мозазавров, которые были доминирующими рептилиями того времени. Примечательно, что ихтиозавры и плезиозавры начали исчезать задолго до описываемых событий. Растения-убийцы. Один из самых распространенных вариантов вымирания динозавров, связанных с растениями, это нехватка пищи из-за похолодания. Но некоторые ученые выдвигают еще один вариант гибели фауны в конце мелового периода. Они считают, что в то время по планете активно расселялись цветковые растения. Они содержали алкалоиды, которые для динозавров стали ядом. Их пищеварительная система не смогла адаптироваться к изменению химического состава еды. Изменение полярности магнитного поля Земли. Считается, что периодически магнитные полюса Земли меняются местами. На какое-то время вся планета остается без магнитного поля, которое служит естественной преградой для космической радиации и удерживает на месте атмосферу. Некоторые ученые утверждают, что в таком состоянии планета может находиться тысячелетиями. Это сопровождается грандиозными природными катаклизмами, убивает живую природу или приводит к появлению мутаций. Тектонические сдвиги. В конце эпохи динозавров материки еще не заняли свои нынешние места. Продолжался их активный дрейф. Это сопровождалось смещением границ воды и суши, пересыханием внутренних водоемов и климатическими изменениями. Также движение тектонических плит вызывало извержение вулканов, землетрясения и другие катаклизмы. Ряд исследователей заявляет, что у динозавров было недостаточно времени, чтобы успеть адаптироваться к новым условиям. Проблемы с потомством. Не стоит забывать, что динозавры по своей сути оставались рептилиями. Несмотря на то, что многие из них были покрыты перьями, а некоторые уже стали теплокровными, они продолжали откладывать яйца. Пол новорожденных динозавров мог зависеть от температуры окружающей среды. Подобные явления наблюдаются у некоторых видов современных крокодилов. Если в конце мелового периода случилось похолодание, то из яиц могли вылупляться только самки. Учитывая, что похолодание длилось не один год, воспроизводство потомства могло сильно затормозиться. Это в итоге и привело к постепенному вымиранию многих видов динозавров. Самым слабым местом этой теории можно назвать то, что вместе с динозаврами вымерло большое количество совершенно разных животных. В том числе очень сильно пострадали тогдашние млекопитающие, а у них пол потомства никак не должен был зависеть от климата. Загадочная эпидемия. Есть предположение, что причиной вымирания динозавров стало появление новых видов смертельных вирусов. Ученые считают, что они не смогли вовремя выработать иммунитет к этим заболеваниям. Сложно представить, что за сравнительно короткий период пандемия распространилась по всему миру. Популяции динозавров на разных континентах вряд ли могли активно контактировать друг с другом. Также сложно предположить, что болезнь одинаково воздействовала не только на сухопутных, морских и воздушных рептилий, но и на другие виды живых существ. Более приспособленные конкуренты. Известно, что к окончанию эпохи динозавров на Земле обитало немало разных видов млекопитающих. Они были гораздо более приспособленными к жизни в холодном климате.
Правда, по размерам даже самые крупные из них не превышали современных барсуков. Но некоторые ученые высказывают предположение, что основной добычей хищных и всеядных млекопитающих были яйца динозавров. Это могло привести к вырождению популяции даже самых крупных ящеров. Возможно, для защиты от такой угрозы скорлупа яиц динозавров стала более прочной, но из-за этого не все детеныши могли самостоятельно из них выбраться. Также среди исследователей высказывается мнение, что наличие животных, которые активно питались именно яйцами, повлияло на изменение повадок самих динозавров. Считается, что динозавры не были хорошими родителями, они не занимались воспитанием своих детенышей и даже не следили за своими кладками. Но родительские инстинкты самых поздних динозавров проявлялись гораздо сильнее. Многие из них строили гнезда и защищали своих детенышей. Также появление оперения некоторые ученые связывают с необходимостью высиживания яиц. Глобальный эволюционный эксперимент. Эта теория относится скорее к конспирологии, а не к науке. В определенных, часто псевдонаучных кругах выдвигаются версии о контролируемой эволюции. Якобы весь процесс развития жизни на планете является частью эксперимента неизвестных существ или некоего высшего разума. А каждое вымирание — это последствие неудачного развития эксперимента. Последователи этой теории заговора задумываются и о судьбе человечества. Возможно, скоро внеземной разум поймет, что эксперимент с человечеством тоже не достиг нужных результатов, и тогда испытательный полигон в виде планеты Земля будет очищен для следующей попытки. Но большинство из предложенных причин глобального вымирания жизни на Земле могло быть следствием падения крупного метеорита. В подтверждение этой теории на данный момент собрано достаточно серьезных научных фактов. Первые подозрения о метеоритной бомбардировке поверхности планеты были озвучены в 1979 году палеонтологом Луисом Альваресом. На международной конференции в Копенгагене он представил доклад о повышенном содержании иридия в отложениях соответствующего возраста. Он обнаружил их в 1977, исследуя образцы породы в итальянских Альпах. Иридий относится к редкоземельным металлам. В таком количестве до этого его обнаруживали только в остатках астероидов. А в 1978 году недалеко от мексиканского города Чиксулуп была обнаружена круглая воронка диаметром около 150 километров. На тот момент ученым было известно более 50 кратеров разного размера, но их происхождение оставалось спорным. Дело в том, что кратеры, появившиеся много миллионов лет назад, к описываемому периоду не были такими ярко выраженными. Для сравнения можно взглянуть на поверхность Луны. Этот объект появился задолго до вымирания динозавров, отколовшись от Земли. Но на Луне нет атмосферы и воды в жидком состоянии. Из-за этого на ее поверхности практически не происходят никакие геологические изменения. Границы кратера от Чиксулупского метеорита до сих пор можно рассмотреть только благодаря его огромным размерам. Масштаб катастрофы, постигшей планету после его падения, тоже носил грандиозный характер. В 1981 году на конференции в американском штате Юта о присутствии отложений иридия было сказано и другими учеными. Этот металл присутствовал в пробах пород возрастом около 66 миллионов лет, которые брали на территории от Скандинавии до Новой Зеландии. Теория Альвареса нашла большое количество последователей, но были и те, кто пытался доказать обратное. Интерес к изучению слоев конца мелового периода возрос как среди первых, так и среди вторых. Именно тогда были выявлены снижение уровня Мирового океана, похолодание климата, активизация вулканов и другие факты. В целом, процесс вымирания, который занял несколько миллионов лет, можно описать следующим образом. Падение метеорита в океан вызвало огромную волну. Цунами высотой до 100 метров смыло огромные прибрежные территории. Взрывная волна гигантской мощности обогнула земной шар несколько раз. Все это сопровождалось пожарами, землетрясениями и извержениями. В воздух поднялись сотни миллионов тонн породы, вулканического пепла, различных газов.
Последние исследования говорят, что в месте падения метеорита располагались залежи силикатных пород. Их частицы диаметром от 0,8 микрометра до 8 микрометров поднялись в воздух и стали непреодолимым препятствием для солнечных лучей. Моделирование этой ситуации показало, что вулканический пепел и другие последствия извержений не способны создать такую плотность. По оценкам ученых, постоянная зима могла затянуться на 10-15 лет. Быстрее восстановиться от последствий катаклизма смогли пресноводные экосистемы. В морях и океанах основой всего жизненного многообразия служит фитопланктон. Реки и озера насыщаются необходимыми микроэлементами, в первую очередь из вымываемых пород. Этим можно объяснить выживание пресноводных крокодилов, черепах, птиц и костистых рыб. Если вы думаете, что млекопитающих эти проблемы не коснулись, то вы сильно ошибаетесь. Их количество и разнообразие видов сократилось до минимальных значений. Просто они уже были более совершенными существами по сравнению с рептилиями. Это помогло им не только выжить в суровых условиях, но и быстро восстановить численность. Млекопитающие стремительно занимали освободившиеся экологические ниши и колонизировали планету заново. Впоследствии развитие одного из выживших видов привело к появлению новых хозяев планеты – людей. Но по всем признакам очередная катастрофа планетарного масштаба уже не за горами. И кто знает, может быть, через несколько десятков миллионов лет какие-то новые существа будут искать причины вымирания человечества. А может быть, люди смогут подготовиться к новым испытаниям и останутся доминирующим видом еще на один цикл. Мы выражаем признательность зрителям, которые досматривают наши выпуски до конца. Если вам интересны эпоха динозавров, а также другие геологические периоды истории нашей планеты, то обратите внимание на предыдущие ролики. Из них вы сможете больше узнать о происхождении различных видов живых существ и о развитии жизни на Земле в целом.